Я работаю смотрителем в кинотеатре и должен соблюдать очень странные правила. Часть 1. Автор рассказа Drunken Swordsman. Немного предыстории, прежде чем я начну. Меня зовут Шон, мне 21 год, и я работаю в кинотеатре уже 3 года. Есть 2 причины, по которым я оказался здесь и почему я не ушел даже после того, как понял, насколько хреново работать в этом месте. Во-первых, немногие работодатели берут на работу бросивших школу учеников с судимостью за мелкую кражу. Я принял несколько плохих решений в начале своего жизненного пути, и хотя сейчас я уже стараюсь идти в правильном направлении, вся моя жизнь навсегда была помечена теми неудачными решениями и их дальнейшими последствиями. Вторая причина – это оплата. Работа смотрителя кинотеатра заключается в том, чтобы проверять билеты, убирать комнаты между сеансами и следить за тем, чтобы все проходило гладко. Обычно капельдинеры – это служащие, проверяющие билеты, присматривающие за порядком в театрах, кинотеатрах и так далее, получают минимальный оклад, если им повезет. Я получаю такую же зарплату, как и менеджер в любом другом заведении, а получают они довольно приличные деньги. Хотя если принять во внимание то, с чем мне приходится иметь дело каждый день, это становится намного менее привлекательным, чем кажется. Но никого из вас это ведь не волнует, не так ли? Вы здесь для того, чтобы услышать истории, и я вас не разочарую в этом. Итак, вот они. Правила кинотеатра. Правило 1. Никогда не открывайте дверь в зал номер 3 после начала фильма. Звучит довольно просто, так ведь? Это правило и то время, когда я его чуть не нарушил, были для меня первыми признаками того, что этот кинотеатр не на 100% нормальный. Что здесь творится что-то ужасное, странное и не поддающееся объяснению. Даже зная о запрете открывать дверь в зал номер 3, у вас так или иначе возникнет соблазн войти внутрь. Кто или что там обитает, очень умён и хитер, и он попытается обмануть вас любым возможным способом. Вы можете услышать какие-либо посторонние звуки или шум изнутри. К вам может обратиться кто-то, попросит открыть дверь, но вы никогда не должны открывать ее. В первый раз я чуть не вошел туда спустя неделю после того, как меня приняли на работу. Я, конечно, прочитал все правила, и они меня сбили с толку, но я не стал подвергать сомнению то, что там написано. Мне очень нужна была эта работа. Если мне нужно было выдержать какие-то испытания, соблюдать странные правила, чтобы получить свою зарплату, то так тому и быть. Я тогда наводил порядок в вестибюле, в который выходили двери кинозалов, как вдруг услышал это. Громкий стук из 3-го зала. Я, не раздумывая, бросился к двери, ведь не надо было быть гением, чтобы понять, что внутри что-то происходит. Подбежав, я заметил, что из тонкой щели под дверью поднималась струйка дыма. Стук усилился, будто кто-то изо всех сил колотил в дверь кулаками. Ручку неистово дергали. Кто-то с той стороны отчаянно пытался выбраться наружу. «Кто там?» — крикнул я, прижимаясь ухом к двери. «Выпустите нас! Помогите!» Раздался испуганный голос с той стороны. Женщина была в ужасе, а вместе с ее криком я услышала еще кое-что. Свист, словно ветер гуляет в тоннеле. Мне потребовалось всего пара секунд, чтобы догадаться, что это за звук. Это был звук полыхающего огня. «Здесь пожар! Дверь заклинила! Вы должны выпустить нас!» Отчаянно кричала женщина. Из-под двери валил черный едкий дым. Надышавшись, я судорожно закашлял. Удары с той стороны возобновились. «Выпустите нас, пожалуйста! Выпустите!» Я уже хотел схватиться за дверную ручку. Я больше не думал о правилах. Какие к черту правила? Внутри горели люди, и им срочно нужна была помощь. Вдруг чья-то рука обхватила мой локоть, внезапно появившись откуда-то из-за спины. Я подскочил на месте от неожиданности. Это был Дэвид, менеджер кинотеатра. Я разговаривал с ним всего раз до того, и он показался мне довольно спокойным, но отстраненным человеком. Вот только теперь он был в ярости.
Гнев искажал каждую черту его лица. «Правило номер 1! Всегда помни о правиле номер 1! Дэвид, там же пожар! Дверь заклинила! Мы должны вытащить их оттуда! Ха, пожар! Как умно!» Дэвид слегка улыбнулся. «Еще и выбрал новенького!» И снова к нему вернулась серьезность. «Для каждого, черт возьми, правила в этом списке есть причина. Оставь третий зал в покое. Там все в порядке». Я с трудом верил своим ушам. Женщина внутри снова закричала, задыхаясь и кашляя. Дым заполнял ее легкие. «Шон, пожалуйста, помоги мне! Я не могу больше дышать! Выпусти нас!» Дэвид снова рассмеялся. «Ты же слышишь ее! Дэвид, какого хрена? Они умрут там!» Закричал я, не понимая, как он может быть таким бессердечным. Да и черт с ним! Я не мог позволить людям умереть из-за него и его дурацких правил. Я схватился за дверную ручку. Дэвид взглянул мне прямо в глаза. «Откуда она знает твое имя?» Я резко остановился. Я говорил ей, как меня зовут. Нет. Я снова взглянул на дверь. Уже не было никакого дыма, никакого стука. Я осторожно постучал по двери костяшками пальцев, и никто не ответил мне. Дэвид положил руку мне на плечо. «Видишь ли, Шон», — терпеливо проговорил он, «третий зал всегда должен оставаться закрытым во время сеанса, несмотря ни на что. Пройдет еще минут 30, фильм закончится, и зрители выйдут оттуда целыми и невредимыми. Обещаю тебе». «Но я же слышал ее. Я видел дым», — растерянно бормотал я. «Ты видел то, что оно хотело тебе показать. Поверь мне, Шон, зал номер 3 сделает все, чтобы заставить тебя открыть эту дверь. Но за последние 13 лет он не преуспел и, черт возьми, не преуспеет, пока я здесь управляющий. Я не позволю этому повториться». И он мягко отвел меня прочь от двери. 30 минут спустя фильм закончился. Двери открылись, выпустив толпу людей. Невредимых. Я проверил зал после этого. Никаких признаков пожара, ни запаха дыма, ничего. Правило номер 2. Если вы видите аниматора в костюме какого-либо киногероя, уводящего детей из вестибюля, немедленно сообщите об этом менеджеру. Вы же, наверное, знаете, что кинотеатры иногда нанимают актеров в костюмах для продвижения фильмов. Например, когда выходит новая часть «Звездных войн», и вестибюль наполняется парнями в костюмах штурмовиков, пытающихся подбодрить толпу. Я терпеть не мог это еще до того, как начал трудиться в кинотеатре. Одна из моих первых подработок после окончания школы была в захудалом полуразвалившемся парке развлечений в пригороде. Я носил месяцами нестиранный вонючий меховой костюм талисмана парка 8 часов в день, 6 дней в неделю. Меня тошнит от одного вида таких костюмов. Итак, правило номер 2 для меня до сих пор остается загадкой. Я столкнулся с ним лишь однажды и не могу с уверенностью сказать, что тогда произошло. Но эта история довольно интересная, хоть и жуткая. Думаю, вам понравится. В тот день состоялась премьера фильма «Мстители. Война бесконечности». Менеджер нанял несколько косплееров в костюмах главных героев, чтобы они прогуливались по вестибюлю и фотографировались с посетителями. Несмотря на мой печальный опыт расхаживания в 2-метровом вонючем костюме, меня они не волновали. А вот что волновало, так это то, что Дэвид собрал всех работников кинотеатра и заставил нас выучить весь список нанятых супергероев. Он был абсолютно непреклонен и настаивал на необходимости знать их от и до. Если бы не неприятный инцидент с третьим залом, я бы подумал, что Дэвид спятил. Но теперь-то уже было очевидно, что здесь все далеко не так, как кажется. Там было немного героев, так что я до сих пор их помню. Капитан Америка, Черная Пантера, Доктор Стрэндж, Тор. Бедолага в костюме Тора, должно быть, был раздавлен тем, насколько толстым стал его персонаж в финале. Я понял, что что-то пошло не так, когда вышел из зала и увидел, как некто в костюме Железного Человека медленно вышагивает по коридору к помещению для сбора мусора. Я подошел ближе и понял, что с ним что-то не то.
Его когда-то дорогой костюм пришел в полную негодность. Он был весь в грязи, порванный так, что даже некоторые части болтались. А эта вонь... От него ужасно пахло, как от трупа в жаркий летний день. Но хуже этого было то, что между стыками брони его костюма сочилась какая-то жидкость. Тошнотворного, темно-коричневого цвета. Вязкая, похожая на густую патоку. Мое сердце чуть не остановилось, когда я увидел позади него группу детей, идущих за ним. Все они старше 13 лет. Они безучастно смотрели вперед, следуя за зловонной фигурой, когда тот уводил их от толпы. Мое испытание с третьим залом дало мне понять, что правила имеют смысл. Я бросился в кабинет менеджера, ворвался внутрь и крикнул Дэвиду. «Правило номер 2. Железный человек идет к мусорным контейнерам. У него 3 детей на буксире». Раздался грохот, когда Дэвид соскочил со стула так быстро, что тот рухнул на пол. «Чёрт, чёрт, чёрт! Я должен был подумать об этом. Не надо было никого нанимать. Я должен был догадаться». Он быстро открыл ящик стола и начал в нем копаться. Я мельком увидел то, что он вынимал, прежде чем он спрятал это в кармане брюк. Флакон с какой-то прозрачной жидкостью и длинный зазубренный нож, сделанный из чего-то похожего на бронзу. Пробегая мимо, он сунул мне в руку смятый листок бумаги. «Проследи, чтобы в мусоросборник никто не входил. Не впускай никого внутрь, понял? Если я не выйду через полчаса, включи пожарную сигнализацию и начинайте эвакуацию всех людей из здания. А затем позвони по номеру, написанному на этом листке». Времени на расспросы не было. Дэвид побежал дальше, а я старался не отставать. Когда мы завернули за угол, я увидел, что железный человек чуть не затащил детей внутрь. Он был примерно в 3 метрах от двери. Дети все еще слепо следовали за ним. Дэвид прорвался мимо них и с силой распахнул дверь. Затем одним резким движением он схватился за костюм, толкнул аниматора внутрь и захлопнул дверь. Дети какое-то время просто стояли, а потом затряслись, как марионетки, которых беспорядочно дергают за ниточки. Затем они в замешательстве огляделись. Вероятно, они даже не знали, как они туда попали. И так они сделали то, что сделал бы любой ребенок в этой ситуации. Они начали плакать. Прошло 23 минуты, прежде чем Дэвид вышел из мусоросборника. На его некогда чистой рубашке были темно-красные пятна. От него исходила ужасная вонь, и он выглядел очень усталым. «Приберись там, Шон. Если найдешь что-то странное, не упакованное в мусорные мешки, не трогай это. Просто сообщи мне». И он побрел в свой кабинет. Помещение для сбора мусора превратилось в развалины. Вонючая темная жидкость окрашивала пол, стены и даже потолок в некоторых местах. В углу было несколько черных полиэтиленовых пакетов, из-под которых медленно растекалось мокрое пятно этой вонючей темной жидкости. Правило номер 3. Если человек с татуировкой на левой щеке хочет забрать что-либо из бюро находок, ни в коем случае не отдавайте ему ничего. Сам я не сталкивался с этим, если честно, но мне есть что рассказать вам и об этом правиле. После инцидента с правилом номер 2 Дэвид стал относиться ко мне немного дружелюбнее. Думаю, он просто начал мне доверять, потому что убедился, что я усвоил урок. Понял, что правила существуют не ради забавы. Они были написаны, чтобы защитить всех нас. Правило номер 3 вызывало у меня живой интерес. Через некоторое время я набрался смелости спросить об этом менеджера. Перед очередной дневной сменой я зашел в офис и осторожно завел об этом разговор. «Дэвид, простите, что беспокою, но я хотел спросить, вы не могли бы рассказать мне побольше о правиле номер 3?» Дэвид криво усмехнулся. «Что, стало любопытно? Не волнуйся, мне тоже было бы». Он начал рыться в ящиках и протянул мне несколько пожелтевших бумаг, скрепленных вместе. «Вот, ознакомься с этим на досуге. Надеюсь, это утолит твое любопытство». На перерыве я так и сделал. Сел в раздевалке и начал читать. Это были всего лишь несколько газетных статей. Первая статья была напечатана 15 лет назад. Тройное убийство. Семья убита в собственном доме. Единственный выживший рассказывает подробности трагедии.
Жители района пребывают в шоке после того, как полиция обнаружила кошмарную сцену убийства в одном из местных домов. Из всей семьи выжил только 13-летний Прескотт, найденный связанным и с кляпом во рту, но невредимый, в гостиной дома рядом с изувеченными останками его родителей и старшей сестры. На месте преступления был обнаружен зонтик, который, по словам выжившего мальчика, его мать забыла в одном из местных кинотеатров в начале недели. Менеджер кинотеатра Дэвид рассказал нашему репортеру, что зонт был похищен из бюро находок кинотеатра неизвестным с татуировкой на лице за день до убийства. Полиция изучает возможность причастности этого человека к преступлению, но пока их поиски безуспешны. Следующие две статьи были 12- и 5-летней давности. Они были опубликованы разными газетами, но говорилось в них примерно об одном и том же – массовые убийства. В одной статье опять упоминался предмет из бюро находок, в другой – нет, но Дэвид подписал рядом от руки карандашом «Тот же человек», что означает его татуировка на лице, нужно записать об этом в правилах. Последняя статья меня напугала еще больше. Она ничего общего не имела с остальными газетами. На самом деле это была даже не статья, а просто отпечатанное фото какой-то старой страницы из архива. Надпись, напечатанная вверху, гласила «Лондон, 1899 год». В целом текст был трудночитаемым, но заголовок дал мне понять все, что мне нужно было знать. Ужас за сценой. Лондонский театр закрывается из-за разгула преступности. Таинственный убийца заявляет права на потерянные вещи из бюро находок.